Если джинсы в поясе широковаты, то есть несколько вариантов устранения этой неприятности. Между задним и боковым хлястиком заводим иглу, вдеваем крупную бусину и делаем очень широкий стежок. Назад стежок делаем короткий. Затем снова бусину и опять большой стежок. И повторяем то же самое с третьей бусиной. Стягиваем нитку и делаем закрепку на изнанке. Также делаем и со второй стороны от заднего хлястика. Получается декор, который уменьшает пояс на 3-4 см. Разворачиваем джинсы на боковой шов. Сейчас нам понадобится толстая нитка или нить мулине. Выводим иглу с изнанки немного над карманом. Теперь делаем стежки. То возле шва, то немного дальше. Стежки делаем каждый раз немного шире. Получается так, будто бы мы вышиваем елочку. Беремся за нить и начинаем медленно тянуть. Ширина пояса уменьшается. Проделываем этот трюк и со второй стороны и носим с удовольствием джинсы. Отпарываем верхнюю часть заднего хлястика. Вырезаем ткань под хлястиком. Сшиваем две части методом перетяжек. Затем тянем за нить и стягиваем разрез. Расправляем шов и пришиваем назад хлястик. Сейчас нам понадобится бельевой крючок. Пришиваем эти крючки между боковым и передним хлястиком на расстоянии друг от друга. Шью яркой ниткой, чтобы было заметнее на видео, так как черный крючок не заметен на джинсовой ткани, а вы, пожалуйста, шейте ниткой в тон. При необходимости скрепляем крючок и носим джинсы. Такой способ хорош тем, что перешивать джинсы не нужно. Если порвались джинсы возле шва, такую дырку легко зашить потайным швом и будут как новые. Заводим иглу возле шва и теперь начинаем зашивать, увеличивая ширину стяжек от 0 до ширины дырки. Стежки делаем, заводя иглу под ткань в направлении снизу вверх по дырке. Нитку не затягиваем. Делаем стежки то слева, то справа, а по самой дырке оставляем перетянутую нитку. Когда прошили всю длину дырки, делаем стежки дальше, уменьшая длину перетянутой нитки до минимума. Возвращаясь к шву. Берем за нить и тянем, наблюдая, как дырка исчезает. Вот и нет дырки. Такой шов действительно невидимый. Если застежка молнии в ширинке постоянно расстегивается, есть небольшая хитрость, которая поможет устранить эту неприятность. Берем бельевой крючок и пришиваем его немного выше края застежки. Закрываем застежку и надеваем отверстие в бегунке на крючок. Теперь бегунок обездвижен. Застегиваем пуговицу. Если рукав кофты с манжетом немного великоват, это бывает чаще всего на детской одежде, его можно уменьшить. Выводим нить с изнанки по самому краю манжета. Делаем стежки то по краю манжета, то в нескольких сантиметров по рукаву. Нить не стягиваем. Делаем что-то наподобие вышивки. Пройдя весь круг по рукаву, стягиваем нить, тем самым стягивая шов. Получается потайной шов, который уменьшает длину рукава. А самое главное, при необходимости рукав можно назад увеличить, просто распоров шов.
Если лямки на майке растянулись или просто велики, их можно красиво уменьшить. По длине лямки прокладываем шов елочкой на необходимую длину. Затем просто стягиваем, формируя красивый элемент, уменьшая длину лямки. Теперь можно носить. Растянутую горловину на футболке или кофте легко уменьшить. Посередине горловины делаем шов елочкой. Затем тянем нить, вытягивая ее и формируя декоративный элемент в центре воротника. Делаем закрепку и носим нашу любимую вещь дальше. Срочно уменьшить горловину без иглы и нитки тоже есть возможным. Нам понадобится невидимка. Собираем посередине ткань горловины и скрепляем невидимкой. Получается красивая выточка. Также этот метод легко использовать на надетой одежде. Собираем лишнюю ткань и скрепляем невидимкой. На удивление, невидимка очень прочно держит ткань и так легко выходить весь день.